Mike. Tanya will be translating for me today. Здравствуйте все, меня зовут Майк Литсон. Для вас сегодня перевожу я, меня зовут Татьяна. I'm the head of iGaming at Blue Claw Media Limited, which basically means that I deal with all the marketing channels for various very large gambling companies. Я работаю в британской компании, я занимаюсь онлайн-геймингом и всеми маркетинговыми проектами. So today we're going to be talking about big data. Сегодня мы будем разговаривать о больших данных. And how you can use it in your marketing activities to incentivize people to sell and for general brand awareness. Это данные, которые помогают людям продавать, которые помогают продвигать свой бизнес и во многом еще другом. So I thought we'd start off by talking about what is big data. Начнем мы, собственно, с того, что же такое большие данные. So up here we've got the Wikipedia explanation of it. Ну, есть, собственно, то обозначение, которое дает нам Википедия. So basically it boils down to big data being a collection of data so large that it becomes difficult to process using an on-hand database, which requires tools outside of traditional applications. По определению Википедии, большие данные — это данные, совокупность данных насколько большая и разнообразная, что уже не предоставляется возможности обработать их традиционными приложениями для обработки информации. So when we actually look at defining big data, we find that it's not really that easy. Собственно, если посмотреть обозначение понятия «большие данные», вы увидите, что оно очень размытое и неточное. I mean, the fact is we could say that anything's big data, anything that's larger than something you can open in an Excel sheet, but that isn't really what we're going to focus on. Суть дела в том, что большими данными можно назвать что угодно, то есть это любой большой объем информации, все, что нельзя обработать человеком вручную. The fact is, it's kind of a bit of a marketing buzzword in that it doesn't really mean anything. Now, we can look at data sets and how to market them, but that doesn't mean that all big data is applicable. Собственно, это такой маркетинговый термин, который не дает точного обозначения, и большими данными можно назвать любую информацию, поэтому это очень сложно. I mean, outside of marketing, it does have other applications. I mean, science, government, even in managing of your day-to-day work processes. But again, it's not what we're focusing on. We're focusing solely on its marketing applications. Есть очень много разнообразных приложений. Это то, что может касаться как маркетинга, как науки, например, так и много чего другого. Но сейчас есть приложения для обработки больших данных. So, why is big data important? Вопрос в том, почему сейчас для маркетологов большие данные насколько важны. The fact is that big data is everywhere. Absolutely everything consists of big data. You can analyze anything and use it to decipher a market trend. Суть в том, что большие данные есть практически везде. Это вся информация, которая у вас есть, и полезность ее в том, что использовать вы ее тоже можете везде. But what it really boils down to is using it to create something exciting and interesting for your customer base. Но вы можете использовать эту информацию очень для вас интересно, вы можете использовать ее с пользой и получить также доход. Here we can see the traditional marketing funnel, which boils down from awareness to reconsideration to presence to purchase and retention. На этом рисунке вы можете увидеть традиционную маркетинговую форму. Первое — это узнаваемость продукта, далее рассмотрение продукта покупателем, присутствие, покупка и задержание покупателя. Now, the fact is that this system doesn't really work anymore. It used to be the case where we could just throw up a TV advert and expect people to decide that they wanted that item based on this. Суть в том, что это действительно работает, то есть человеку нужно это просто показать, и человек будет знать, что ему это нужно. Now, the reason this is no longer the case boils down to many factors. Есть очень много факторов, которые на это влияют. One of the key factors, of course, being that in the Western markets, 56% of people browse the internet while they're watching TV. Одним из факторов, который влияет на большие данные, это то, что, например, на зарубежном рынке, на западном,
56% людей делают серфинг в интернете, когда смотрят телевизор. So, realistically, based on this, it's not enough just to put your brand in front of people anymore. Поэтому речь, собственно, о том, что сейчас важно не сколько предоставить человеку информацию, не только это. You need to show them why they want your product, why you're better, and give them something to talk about. Речь идет о том, что вы должны объяснить человеку, почему ему это нужно. Не просто показать товар, а сделать так, чтобы он его захотел. Об этом мы и будем говорить. So, if we look at the new sales model on the bottom right of the screen, Если вы посмотрите на схему ниже на экране, it more accurately demonstrates how the modern consumer works. там очень хорошо видно, как все-таки работает рынок и что ним двигает. So what we want to create is not just awareness to consideration to sales. Что нас интересует, это, собственно, не только рассмотрение товара, а и продажи. We really want to look at creating advocacy and awareness through that. Advocates like people who talk about the brand and shout about it. Также имеет значение то, кто представляет продукт и что он говорит, не сам продукт. Because we're working in a social age where advocacy is equally as important as any branding that you may do. In fact, in many cases, it's far more important. Мы просто живем в такой маркетинговый век, когда на самом деле намного важнее, как люди представляют себе бренд и кто его представляет. A recommendation is worth 1,000 words, and the fact is that's really what we're looking to generate by the use of big data. И поэтому все эти факторы очень важны, когда мы рассматриваем большие данные. Because loyalty has become more important, and as such, this is something we really need to focus on, is retaining the current customer base, and in a world where they can tell everybody about their experience, we need it to be right. Социальные медиа тоже становятся очень важны, потому что сейчас люди не только покупают продукты, они могут рассказать свои впечатления всем в мире о том, как им, что им понравилось, что они чувствуют. But it's not just purely their marketing applications that we really need to look at. We can also look at where it can save you money. То есть сейчас важно уже рассматривать не только приложение, а и то, что человек может сказать, чем человек может поделиться. For example, if we look to the SEO sector, then big data can generate links in a very simple manner, which of course improves your rankings in both Yandex and Google. Например, если рассматривать сектор SEO, то с помощью больших данных вы можете сгенерировать нужные ссылки, дать отзывы нужные, также разместить мнения людей на сайтах, которые тоже повлияют на продажи. So, let's have a quick look at what niches we can really use big data in. Собственно, сферы, в которых вы действительно можете использовать данные, которые получаете от больших данных. Well, of course we have the obvious. Sports, for example, is almost too easy. That particular niche has been using large data sets since the invention of sportsbook. То есть, конечно, сферы, в которых, естественно, вы сразу поймете, что вы можете использовать большие данные. Например, это спорт. То есть с начала возникновения букмекерского спорта сразу же люди определяли на результате данных, которые есть, кто может выиграть, какова вероятность. But we can also look to other sectors, for example, pets, dating, technology, games and food. Traditionally, these are considered the fun and easy things to market, particularly with social media. Также к очевидным сферам применения данных относятся домашние животные, сфера свиданий, технологий, игры, еда. Это сферы, которые, в принципе, для работы довольно просты и удобны. On the other hand, we can actually use big data in other sectors which have previously been considered rather dry, boring, and don't really get a great deal of natural traffic. С другой стороны, большие данные вы можете использовать в сферах, которые можно охарактеризовать как довольно скучные, сухие и не особо интересные. I mean, let's take a show of hands from the room. Who considers insurance a fun thing to market via social media? Ну вот, к примеру, например, тема страхования, вряд ли кто-нибудь в зале думает, что ее можно представить интересно как-то. Anyone? Кто-нибудь, хотя бы один. So I'll take that as a no.
Так что это одна из неинтересных тем. Now, the fact is, these not so interesting areas like insurance, finance, business to business, politics, we all consider them boring. Ну, собственно, к этим скучным темам, где все-таки можно использовать большие данные, можно отнести страхование, тему раздел финансов, B2B и политику. And even if we don't consider them boring, then the general marketplace does. Но даже если мы считаем, что это скучно, все равно данные можно использовать, и они могут принести ощутимую пользу. So with big data, we can actually make this a little bit more exciting. Or if we can't make it exciting, we can at least look at other emotions with which to get people sold in on the idea. По крайней мере, с большими данными эти сферы мы можем обогатить хотя бы, пусть они будут не такими интересными, но мы хотя бы можем развлечь людей и этим дать им информацию, которую мы хотели бы распространить. For example, let's take the insurance. If we were to show all the statistics around crime and criminality in a local region, so what a person can lose, we can then use this to sell people in with fear. I'm not an advocate of it, particularly so, but it works. К примеру, если мы хотим что-то рассказать о сфере страхования, возможно, сама информация про страхование будет не так интересна, но мы можем использовать страх потери, который близок всем людям. Мы можем рассказать о каких-то преступлениях, о статистике, и потом логически подвести к тому, что страховаться нужно. Now, I'm actually going to show you a few examples of how we can use big data well in a minute, but there's countless applications for this sort of data. Now, the data sets themselves are relatively large, but a lot of the work has already been done by governments and other statistical analysis agencies, so you don't have to do the legwork. В дальнейшем я вам сегодня расскажу о конкретных вариантах применения больших данных, но больше всего большие данные используются в статистике, а также государственными организациями. And again, I'll show you a few examples of where you can find this data in some later slides. Сейчас вы увидите несколько примеров самых распространенных, которые вы видите каждый день. So let's have a look at a good example of how big data is being used. And I know I said this was an easy one, but sports betting is pretty much a given. Это один из самых легких примеров, которые можно привести. И я уверен, что вы это видите каждый день в своей жизни. Это букмекерство, ставки на спорт. Now, we look at the data, and all match data is collected for years, and there's some really bizarre things that you really wouldn't even think that people would consider tracking. К примеру, что касается футбола, то информация собирается годами. Это информация, которую человек, в принципе, сам не может обработать, но компьютер выдает ему вероятность, когда что-то случится или нет. And generally speaking, sports betting uses this to convince the user that they can't lose. They have all the data. They know what's going to happen. Собственно говоря, в букмекерстве большие данные или статистика, как мы все привыкли это называть, используется для того, чтобы убедить человека, что именно это случится, на это нужно сделать ставку. So realistically, in this sector, data is the driving force behind most betting activity, whether people know it or not. Собственно, в букмекерстве большие данные – это и есть та движущая сила, которую используют все, чтобы привлекать людей в эту деятельность. Whether it be myself talking to a friend down the pub saying, Messi scores a lot, so I'm going to put a bet on that, from not having the data in front of me, my mind is already working like that. К примеру, я, например, захочу поставить на Месси, и чтобы убедить своего друга сделать то же самое, я ему расскажу о результатах, которые у него есть. But if we look at the example here with the data set, then we can see that Messi scores 42% of his goals in the first half. Therefore, why not put a bet on Messi to score in the first half? It makes sense. Ну вот, к примеру, если вы видите, что по результатам статистики Месси забивает 42% голов в первой половине игры, то почему бы не сделать ставку на то, что в этой игре он тоже сделает так? Now the fact is that Messi might not score a goal every other match, but we see the 42% and our mind is naturally drawn to having a 42% chance. Now this isn't the case, but that's how the mind works. Суть-то, в принципе, в том, что Месси может не забить вообще ни одного гола за игру, но чтобы убедить вас сделать ставку, вам приведут такие данные. И поскольку 42% довольно большой процент, то это может побудить вас участвовать.
And this is where sportsbooks have really been hitting the mark with using big data. I mean, we can also look at the qualitative kind of bets where we say that Arsenal seem to be weak at corners, therefore I'm going to place a bet that they'll concede from a corner. Также можно большие данные использовать не только количественно, а и качественно. К примеру, вы знаете, что Арсенал довольно слабо играет по углам поля, именно поэтому вы можете сделать ставку на то, что они пропустят мяч там, оттуда. And we can look at companies like Goal.com, who have essentially made their entire business around, not only reporting the news, but by telling people what's going to happen. And this is all used analysing data that from data sets people have already created for them. Собственно, есть компании, которые построили весь свой бизнес на том, что они говорят людям, что по статистике вероятно случится. То есть они не дают никаких гарантий, но вот такая форма есть. Now, the aim should be to use big data to reinforce the justification for purchase, but to do so in an engaging manner that both informs and entertains. In doing so, we can look to generate the sort of social engagement that will help create brand advocacy and bring people coming back time and time again. Собственно, используя большие данные, мы можем привлекать людей в наш бизнес, в нашу деятельность, мы можем мотивировать их, мы можем оправдывать какие-то наши поступки или ожидания, но, с другой стороны, они опять же не дают никакого гарантированного результата. So, again, we can take another look at some more in the sports sector. Now, this particular piece, we look at why it was created and what the point was. Сейчас мы рассмотрим тоже использование больших данных, например, вот в спорте, как на правой стороне таблицы. Now, this isn't even a particularly good piece. However, it did generate a lot of success for the company in question. Хотя как бы данное изображение не совсем понятно всем, поскольку оно мелкое и там много данных, но в принципе показывает то, что я вам хочу показать касательно одной компании. So, the aims were, of course, to drive new customers. С одной стороны, данные привлекают новых клиентов. Generate SEO metrics through, having the content shared and linked to online. Создают новый контент, создают ожидания. To increase their social media audience. Увеличивают аудиторию социальных медиа. But really to help people understand what they're offering as a service by creating these odds for people to look at. Создавая также такие большие данные, вы можете помочь понять своим клиентам, что же вы им предлагаете и что ваша продукция может им дать. Now, the only real problem with this piece is that it's not really pretty enough. Единственная проблема вот с такими данными, что они не очень привлекательны, то есть они не развлекательны, не привлекают клиента. I mean, personally, I wouldn't share this, and I can probably imagine that not many of you would either. К примеру, вот на этот пример, который на табло, он не очень привлекателен, и, честно говоря, я бы не стал такое показывать своим клиентам. Возможно, там много хорошей информации, но я бы таким не делился. But it might influence my choice to bet, in which case it's a successful piece. Но с другой стороны, если действительно рассмотреть эту информацию, это может помочь сделать правильную ставку и повлиять на мое решение. So what we really need to look at doing is displaying the big data in a user-friendly manner. Суть, собственно, в чем? Когда у вас будет информация, вам нужно предоставить ее в более привлекательном для потребителя виде, чтобы человеку было интересно на нее смотреть. Infographics are great, but they've kind of been done to death a little bit. Инфографика, конечно, неплохая, но надо было постараться значительно больше, сделать ее более развлекательной. So I want to look at how we can use that as purely a social channel. Один из способов, как мы можем использовать большие данные, это социальные медиа. Now, obviously Opta is the perfect example for people who've used big data to create a brand presence. Компания Opta – это замечательный пример использования больших данных в работе. Now, Opta started out originally just sharing small snippets of big data and offering their data sets to companies to use for free.
Собственно, компания началась с того, что изначально она предлагала только информацию и прогнозы по другим компаниям бесплатно. Whereas now, they are paid by most national newspapers in the UK and many Western European countries for their data analysis. Сейчас же компании Опта платят лучшие газеты и СМИ Британии за анализ, который они дают, и за большие данные. So if we look at how they've monetized big data, it's a slightly different model. То есть, что касается больших данных, здесь компания Опта использует немного другой подход. Now, I'm not saying that everybody can go out and emulate the success of Opta. Но я вас должен сразу предупредить, что далеко не все могут повторить успех компании Опта. But you can look to emulate their methods in certain ways. Но я думаю, что все равно это возможно сделать. You can use it to give your social media channels a bit of a personality and use them to give something to users that they might not have already seen. Собственно, в любой проект нужно вложить немного вашей личности, того, кем вы есть, и, опять же, информация, которую вы даете, может оказаться неправдивой, не той, которой она кажется. So honestly, this is the last time I'm going to talk about sports betting. Все, обещаю вам, что это последний раз, когда я упоминаю спорт. It just happens to be kind of my focus area, so I apologize. Просто поскольку мне нравится, я в этом разбираюсь, поэтому я на этом и фокусируюсь. So we look at what you can do here. You can entertain users with the data, and this is really what it comes down to, because in many niches, at least in the more fun ones, people are looking for something that is fun, is exciting, and I'm sure many of us will sit down after watching a match and have a bit of an argument in the pub. Самое главное, как вы можете использовать большие данные, это для развлечения, потому что очень много людей смотрят сайты в интернете, читают информацию именно для развлечения. И ваша задача предоставить информацию так, чтобы это не выглядело рекламой, а чтобы это было развлечением для человека, который будет ее воспринимать. And in many ways, this is very focused at a male audience because this is something that guys like to talk about, they like to argue about, and the tradition of putting a couple of quid on over a match is very long-standing. Это на самом деле очень интересно, потому что это для тех, кто этим интересуется, и в это же время вы должны помнить, что это для тех людей, которые это будут все воспринимать. So, when we have upsets, for example, we can react by creating engaging content that uses the data that existed and parallels it to the data that was expected. С одной стороны, вы можете использовать данные, которые уже у вас есть наверняка, то есть анализ того, что уже случилось. С другой стороны, вы можете использовать прогнозы, то есть анализ того, что будет. As well as using it to create data that says, look, we were right, you should have placed that bet. Yeah, sure. As well as using data to say, look, we were right, you probably should have placed that bet. Опять же, в своем бизнесе вы можете использовать то, что уже случилось. То есть вы можете подтверждать свои догадки тем, что уже было, и говорить, вот смотрите, на основании того мы делали такое предположение, и так и случилось. So, I've kind of used sports betting as my good example. Now we should have something that's maybe a bit of a cautionary tale with what you can do with big data. Ну, я знаю, что обещал спорт больше не использовать, но это просто самый лучший пример, как вы можете использовать большие данные или статистику. I tell a lie, that's the next slide, but oh well. So this time we're going to have to quick look at return on investment. Ну, поскольку жизнь — это жизнь, и, собственно, вопрос в том, как можно эти данные использовать, чтобы вернуть себе деньги, вложенные в проект. Yeah, sorry about that. But obviously the return on investment, we can look at customer acquisition, customer retention, and earned media. Вопрос в том, как мы можем это использовать в медиа, как мы можем это использовать, чтобы получить с этого выгоду. Now, we've already talked about customer acquisition and retention, but earned media is where a great deal of value lies. Мы уже упоминали удержание клиентов, но это тоже этого касается. То есть, если вы будете правильно использовать большие данные, у вас получится удержать клиента. Because again, if you can use big data to promote yourselves on other platforms as well as just the social sector, then it's a lot easier to sell a client into buying. Если вы сможете использовать большие данные на социальных платформах, ваши продажи значительно повысятся. So this next slide is where we actually look at the cautionary tale.
На следующем слайде мы, собственно, сейчас это и рассмотрим. So, I'm going to ask now, can anybody spot the mistake? Вопрос в том, кто заметил ошибку. The top line says how many, basically this is describing the presidential run for, well, the last time that Obama got in, but in this particular graphic it's showing the percentage of conservative candidates and their support. Это график, который показывает процент симпатии избирателей на выборах последней. Но шутка-то в том, что суммируя всю сумму, получается значительно больше 100%. So does anybody want to tell me what's wrong with this? Так что там не так? Yeah, exactly. So yeah, that's right. It adds up to 193%. Так что получается 193% в сумме. So obviously this is the danger, is make sure your data's right. Вот в этом-то, собственно, и есть проблема, что с большими данными можно очень легко заиграться. Because this in question went out on the national news. Это, кстати, информация из данных, которые показали и по телевидению российскому в том числе. So we're just looking at a quick infographic here. Now, again, this is another thing we need to watch when we're working with big data. Опять же, большие данные. Вот еще один график, на нем тоже можно рассмотреть, что с ним не так, с данными. Now, there's something wrong with this as well, but it's not actually the data. Но суть в том, что тут даже вопрос не в информации, не в данных. It's this. Это Now, именно- as I'm sure you can all see, that there's quite a few other examples that show the exact same thing. То есть тоже множество таких же самых примеров, как и на предыдущем слайде. Now, generally when we're working with big data, it's very easy to get caught up in these statistics are great, they really sell my product, this is fantastic. Собственно, при работе с большими данными открываются фантастические перспективы продвинуть свой продукт, продать его. Whereas we really need to spend some time to think and go, has this been done before? Я уверен, что вы тоже это делали как бы раньше и обращали на это внимание. In many cases, unfortunately, the answer is yes, В большинстве случаев ответ, конечно же, да. which then means we really need to look at where we can get alternate data sources from. But when it comes down to working with big data, we need to look at three key ingredients. Когда вы работаете с большими данными, вам нужно обращать внимание на три самых главных фактора. We need to ask the right questions. We saw it earlier that pointless data, which has been shown time and time again, is pointless to market. Самое главное, вам нужно задавать правильный вопрос, то есть бесполезные данные, не бесполезные на рынке, никакого дохода и пользы вам не принесут. And if you don't have new data, then at least display it in a better manner. Если у вас нет никакой новой информации, вам нечего сообщить своему потребителю, тогда будьте изобретательны и по-новому просто покажите то, что у вас уже есть. And perhaps the most important, keep it simple. И, наверное, самое важное, будьте простыми, будьте доступными для понимания. Now, this doesn't apply to all markets. In specialist fields like finance and so on and so forth, we do need to provide something a little more specialist. However, for mass audience markets, the take-home should be simple and straight to the point. Это, в принципе, вопрос, который больше всего касается рынка финансов, рынка продаж. Нужно формулировать вещи так, чтобы потребитель их понимал, и тогда у вас будет результат. So, for me at least, when we produce big data, Для меня, по крайней мере, когда мы говорим о больших данных, the main challenges that we tend to come across are, from branding perspectives, are people telling us that we can't say that. самыми главными проблемами, которые возникают, это самое первое. Люди говорят, что так говорить нельзя, мы этого сделать не можем. The second one is usually resource, Второе – это ресурсы обычно. because quite simply, Это довольно просто. in many agencies, you simply will not have the resource to produce something that's actually going to be worthy of the time. Во многих агентствах и компаниях вы столкнетесь просто с тем, что у вас не будет ресурсов, чтобы воплотить это в жизнь.
The third thing we tend to hit, the third stumbling block we tend to hit is that clients don't want to give away their data. Третий пункт – это то, что многие компании не хотят делиться информацией, потому что эта информация будет доступна также их конкурентам. You could have fantastic data that would help you sell, it would be great to market, but they don't want to tell their competitors that. К примеру, у вас будут просто, не знаю, фантастические данные, которые помогут вам и продать продукцию, и продвинуть ее. Но поскольку это узнают не только потребители, а и ваши конкуренты, то вы не станете не делиться на рынке. The fourth one is, do people really care? I mean, you can throw a load of great facts on a piece of paper, but if people don't care, it's not going to get you anywhere. Четвертое – это то, что нужно ли на самом деле людям то, что вы пытаетесь продать. То есть я об этом уже упоминал, но тем не менее, вы должны сразу же задать себе вопрос, кому-то надо то, что вы продаете. And that's when we really need to look at the emotions behind sharing and selling. Но это касается и эмоций, и вообще всего маркетинга. Fear, anger, surprisal. Вы должны вызвать страх, удивление, либо сюрприз. People will share based on those emotions. People don't share based on something they just found a little bit interesting. Люди не станут делиться с другими и рассказывать то, что им просто интересно, либо они где-то увидели. То есть это должно их удивить, это должно их испугать. And finally, the last thing we really need to look at is resource again. It's not just in the development of a big data piece. И опять же, повторюсь, пятое, опять же, вам нужны ресурсы. Это касается не только development, это касается вообще всего. If you want people to share it, you have to put the work in. Если вы хотите, чтобы люди распространили между собой эту информацию, чтобы поделились с ней в сетях, вам над этим придется работать. If you haven't got the resource to promote the piece, then don't make it. Если вы понимаете, что у вас нет таких ресурсов, просто не начинайте этого делать. Things don't just go viral. Не думайте, что информация и реклама распространится сама собой. Вам придется в это вложить деньги. So let's take a quick look at where we can get this data from. Собственно, это, вся информация, все большие данные открытые, и вот именно на этих сайтах, на этих представительствах вы можете ее найти. Now, obviously, we've got government data sets, Есть, конечно, портал данных от правительства. which of course are free in most cases to access. В большинстве случаев он бесплатный. If you haven't done it before, I'd recommend just taking a little bit of a look around and really sort of seeing what you can get from there. Я бы вам рекомендовал все-таки время от времени проверять порталы правительства и смотреть, можете ли вы использовать их в своей практической деятельности. We can also look to the paid data providers, places like Opta, which are usually very niche specific. Также вы можете использовать данные сайта Opta, они будут очень специфические, но вам могут понадобиться. Which in many ways is fantastic, but it also doesn't come cheap. Во многих смыслах эти данные будут просто фантастические, но они вам могут очень помочь. There are also free suppliers, places like Freebase, and Google actually scrapes very large data sets and provides them slightly worked over for free. Также есть такой сайт, как Freebase и всем известный Google, на котором вы информацию, собственно, можете получить вообще бесплатно. Now, if we just take a quick look at some Google big data graphs that they openly provide to everybody for free use. Вот эта информация Google Data, которую вы можете получить совершенно бесплатно. These examples came from the World Bank data, which Google has scraped and placed into tables and graphs for you to use and play with. Google распространяет эту информацию бесплатно, они сами делают исследования, и вы можете ими воспользоваться. Now, in this particular graph at the top, we're actually looking at the data of cars per people in the UK, Russia, Ukraine, and the world as a whole. Вот на этом конкретном графике показаны данные по населению Британии, России, Украины. Which, say you were working for a car company, could be something some data sets that you could use to create something rather interesting out. This is just the raw data.
Например, работая в сфере, к примеру, автомобилей, продажи автомобилей, вы эти данные можете использовать для планирования прогнозов. Пусть эти данные довольно стандартные, но все равно они могут вам помочь. But it also has other applications, as we can look at which markets are seeing strong growth, and these could offer, on a larger scale, perhaps new markets to target. С одной стороны, вы можете увидеть рост населения в какой-то стране, рост активности потребительской. С другой стороны, вы эти данные можете использовать как инструмент в своей работе. So we're going to take a quick look at what we can do to promote big data. As of course we're in a social media conference, I would hope that a lot of you would probably be relatively acquainted with a few. Также можно использовать большие данные для продвижения, и вот сейчас будет несколько примеров. Of course you can email people, it's pretty simple. Вы можете, конечно, отправлять имейлы с этой информацией, это самое простое. This one's actually my favourite because I don't see enough of it. Now, I work in an agency where people resent doing this, but pick up the phone. Ну, это мое самое любимое и, наверное, сейчас наименее распространенное. Возьмите в руки телефон и позвоните тому, кому вы действительно хотите донести информацию. If you've got some great data, why be ashamed to pick up the phone and call a newspaper, call someone that's relatively relevant in the sector? You'll get a much better response rate than you will through any other media. Если у вас действительно есть важная, хорошая информация, почему бы не позвонить в газету, позвонить на какой-то портал, чтобы об этом написали? And of course, that will help to generate the right social metrics. If people are looking at it on an industry-respected platform, then of course they're going to talk about you more. Конечно, если люди это увидят на какой-то большой популярной платформе, то это уже получит очень много читателей и распространения. Of course, we can also look at social advertising, things like promoted posts, promoted tweets, etc. And we can also look just to pay for it outright, to place it on the right websites where people will see it. Конечно, вы сейчас можете использовать также популярную рекламу в социальных медиа, то есть продвижение в социальных сетях. И самый тоже сейчас распространенный метод – это оплата за новости. The fact is, no matter how good the data is, it's not all going to be free. You do realistically need to pay for some promotion. Но вы должны быть готовы к тому, что бы вы ни делали, даже если это кажется бесплатным, вам придется за это заплатить. Social interaction, of course. So talk to people through social media, approach the right people, outreach to relevant bloggers, etc. Социальное общение, то есть это информация, которую пользователи будут распространять сами в блогах, в своих постах, в общении, в чатах и так далее. But don't just go straight to people and say, hey, share my stuff. Например, вы можете обратиться к людям, которые довольно влиятельны, к примеру, журналистам, и попросить их поделиться информацией, если страницу читает много людей. Because it doesn't work. I get a lot of it, I ignore it. It doesn't work just to go straight to people. На своем опыте я уже убедился в том, что даже если у вас есть очень хорошая и важная информация, просто так ее подойти и кому-то рассказать, вы из этого ничего не получите, это не сработает. In many cases, it makes a lot of sense to ask them what influential people, that is, what they're interested in before you even make the data piece. Собственно, перед тем, как создавать какой-либо контент, какую-либо информацию, вы должны спросить у людей, что им интересно, и знать, что им нужно. Then you can go back to them and say, hey, I've made it, please share it. А когда уже вы это сделали, тогда вы можете обратиться к людям и сказать, что я это сделал, пожалуйста, поделитесь этим, чтобы узнали все остальные. We, of course, have one of the most undervalued mediums, the web communities. Также есть самые новые медиа, это веб-сообщества. So we're talking niche relevant forums and that sort of thing. People are a lot more willing to share. You'd be amazed at the level of in-depth response that you'll get from, say, the financial forums and the sports forums. Это одна из наиболее распространенных и наиболее эффективных форм, потому что там собираются люди, которые этим интересуются, и если кто-то в общем чате поделится такой ссылкой, вы будете удивлены тем, насколько это имеет смысл. Just to re-emphasize a previous point, we need to look at why people buy and does it meet a need. Собственно, чтобы объяснить, почему все это происходит, надо понимать, почему люди вообще покупают какие-то товары либо услуги. As you can see in the top right, I have the example that I previously referenced about the insurance company.
Как я уже говорил, это все можно понять на примере страховой компании. Although in this case it's actually used for CCTV, but the point is still the same. Многие из этих факторов, которые приведены, они используются сугубо для специфической компании, но суть в принципе та же. As you can see, it's used to scare people into that, people are pickpocketed all the time, there's a lot of purse snatching that goes on, and if you scare people, then they'll be more likely to buy. То есть страховой компании, например, ей не нужно рассказать, какие у нее есть продукты, ей нужно испугать людей, объяснить им, что они могут потерять, и только после этого, когда человек поймет нужность этого продукта, вы сможете его продать. Because this ties into one of the key reasons as why people buy, which is fear of loss. Собственно, вы, чтобы продать свой товар, вы должны не убедить купить, вы должны напугать человека, что он может потерять то, что у него уже есть. We can look at some of the other reasons very quickly, which is obviously desire for gain, which is betting. Также есть такое у человека желание, как приобретать, и это тоже можно использовать. Comforts, pride of ownership, satisfaction of emotion, and you also have the bandwagon effect. Также важными факторами являются комфорт, удобство, гордость от обладания чем-то, удовлетворение эмоций и эффект присоединения к большинству. The bandwagon effect is quite important with social. Для людей также очень важно быть частью чего-то, поэтому факт того, что они являются частью чего-то общего, тоже может сыграть свою роль. To steal a quote from Tanya and Steve Jobs, people don't know what they need until you tell them. Есть такое очень известное изречение Стива Джобса. Он сказал, что на самом деле люди не знают, чего они хотят, пока вы им не скажете, чего они хотят. But this also works in the way as if their friends tell them, which is basically what the bandwagon effect creates. Но это работает со всеми, и это действительно имеет смысл. So, if everybody else is talking about it, then you want to talk about it as well. It's simple. То есть суть в том, что если все этим интересуются и все об этом говорят, то и вы будете об этом говорить. Then we need to look at, does the data meet a need? Собственно, вам не нужно предлагать продукт, вам просто нужно удовлетворить потребность в нем. So if you can't create one of the relevant emotions to the reasons people buy, Если вы должны создать один из тех факторов, почему люди покупают. Если ваш продукт будет один из этих факторов удовлетворять, то все получится. then people won't share it, people won't be incentivized to buy from it, so you're just wasting your time. Люди должны делиться тем, что у них есть, они должны рассказывать, и это тоже уже будет реклама данная. So it's not all about making money straight away. Obviously, I briefly mentioned the savings earlier, but in terms of brand retention, the social signals, basic branding, SEO value, that's really where the true value for creating big data pieces lies. Not in what you will gain, but in what you will save. Не только в Великобритании, во многих других странах основными источниками накопления большой информации сейчас являются сайты, названия которых указаны на экране, а также такие сферы, как SEO, брендинг, привлечение клиентов и так далее, пиар. So let's just have a quick look at where big data is going. The fact is we are already in the golden age of big data. Собственно, какие перспективы развития области больших данных? Суть в том, что сейчас мы находимся в золотом веке больших данных. We're already seeing live big data integration. Сейчас у нас есть большие данные в лайв-формате, то есть как только они поступают, так сразу и обрабатываются. Obviously, the example at the top is something that was calculated only 30 seconds before the advert ran on the television. Например, вы можете получать информацию, обработанную уже через 30 секунд после того, как она поступила в компьютер. So this is just the beginning. If betting companies can do it, then why can't insurance companies do it? То есть, если сейчас этим всем пользуются букмекерские компании, то почему, например, страховые компании не могут воспользоваться тем же принципом работы? Current data will incentivize people more. If you could, for example, place an advert localized on television. Например, актуальная информация может очень привлекать людей. К примеру, вы можете размещать информацию по телевидению и давать ее через 30 секунд после ее появления.
or social media, which suggests that so many cars have been stolen in X area, Или, например, социальные медиа, что предполагает, что вы можете использовать данные, как только они появились в этой же области. would that not incentivize people to buy a better insurance package? Вы можете также стимулировать людей покупать то, что им на самом деле нравится. Even further into the future, we can look at dynamic website visualization based on consumer patterns. Используя потребительские образцы поведения, вы тоже можете делать динамическую визуализацию динамики на веб-сайте работы. То есть вы можете смотреть, что пользователя интересует именно в этот момент. Whilst the versions that I've seen are only currently at a demo stage, the idea behind it is looking at what may incite different groups of people to buy, and then the website manipulates itself to match the data trends of which meet those people's needs. Также вы можете разделять, например, с помощью приложений по обработке больших данных, вы можете разделить всех своих покупателей на несколько групп и смотреть, что именно побуждает их покупать товары, и таким образом управлять ими. Now, we're still a few years off this, but it's very real and it will be happening. Я, конечно, понимаю, что сейчас это не очень применимо, но становится все больше и больше, и я думаю, что в будущем это случится. So, well, that's it. If there's any questions, feel free to address them to Tanya and she can translate for me. Собственно, это все. Если у вас есть какие-то вопросы, то я буду рада ответить. I'll take that as a no then. Right, thanks all for your time and yeah, cheers. Спасибо за ваше внимание.